Здравствуйте, зрители моего канала. В прошлом году я решил приобрести некоторое количество флаеров, чтобы добавить их в издание. И тогда я выпустил одно видео. И в этом году, в 2026 году, я приобрел еще некоторое количество флаеров. И плюс в одной из посылок, продавец, у которого я покупал, мне также некоторое количество их положил. И поэтому в сегодняшнем видео я их вам покажу. То, что появилось у меня в коллекции и что я добавлю в издание. Первое. Это фильм Роберта Земекиса с Томом Хэнксом «Форест Гамп». Такой вот флаер. Он был посвящен выходу этого фильма в повторный прокат в России. Видим, в кино 13 февраля. Такой вот флаер. Фильм этот люблю. И вот появилось к нему такого дополнения в виде флаера. Также из этой серии такой вот флаер. Побег из Шоушенка. Показывали в кинотеатрах к 25-летию фильма. Это фильм известный. Фрэнка Дарабонта с Тим Робинсом и Морганом Фрименом. Здесь видим информацию и кадры из картины. Далее еще из такого фильм Дэвида Финчера «Бойцовский клуб», в котором снялись Брэд Питт и Эдвард Нортон. В честь 20-летнего юбилея компания «Иное кино» выпускала на большие экраны данное кино снова. Этот фильм появился на больших экранах. И, наконец, из таких юбилейных показов еще такой вот флаер «Широко закрытыми глазами». Последний фильм Стэнли Кубрика, в котором снялись Том Круз и Николь Кидман. Тоже известное кино. Последний фильм Стэнли Кубрика. Такие вот флаеры от иного кино. Далее буду показывать слишком долго не буду. Внимание, это вот фильм известные «Паразиты», картина Пон Джун Хо, которая выиграла Оскар, также другие награды, золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Вот такой представитель корейского кинематографа. И также из корейского кинематографа появился флаер к фильму «Отбой». Реставрация шедевров 4К. То есть это уже здесь не иное кино. Другой был прокатчик. Фильм «Олдбой». Далее из того, что хотел иметь в коллекцию, это флаер к фильму «Безумный Макс. Дорога ярости». Это уже оригинальный в момент выхода флаер. Фильм с Томом Харди и с Шарли Стерон от режиссера Джорджа Миллера. Такие вот флаеры. Далее пойдут флаеры к анимационным фильмам. И сначала будут два флаера к аниме. Первое это аниме от Хаяо Миядзаки полнометражное «Навсекая из долины ветров». То есть показывали его в кинотеатрах. И такой вот был флаер выпущен к этому показу. «Навсекая из долины ветров». И более современное аниме тоже от известного режиссера. Режиссер Мамору Хосода, «Ученик чудовища». Такой вот флаер к этой картине. То есть все фильмы, которые я показываю, все эти фильмы есть у меня в коллекции. И я приобрел данный флаер, чтобы их вставить в эти издания. Далее такой вот не анимационный фильм, но фильм для детей. Семейный фильм «Пит и его дракон», который является как бы ремейком картины старой из 70-х годов, которая называлась по-английски точно так же, а по-русски ее называют «Дракон Пита». Вот фильм от Дисней. Далее еще один фильм, в первую очередь
семейный. Это картина Стивена Спилберга «Большой добрый великан». Такой вот флаер. Флаер видим горизонтальный. И здесь тоже сзади информация расположена горизонтально, а не вертикально. «Большой добрый великан» от Стивена Спилберга. Еще один фильм. Это картина под названием «Книга джунглей» от Джона Фавро. Такой вот флаер с информацией о картине, с кадром из фильма. Фильм, который является ремейком анимационного фильма «Книга джунглей». Далее уже пойдут именно мультфильмы от Disney и от других студий. «Тачки 3». Третья часть этой франшизы. С описанием, кадром таким и рекламой. «Тачки 3». Далее полнометражный мультфильм от Disney под названием «Моана». Здесь точно так же кадр, реклама и информация о картине. Мультфильм от Disney «Моана». Далее от Disney больше... А нет, еще осталось от Disney. От Disney. Следующий флаер, это у нас фильм от Pixar и Disney «Головоломка». Известная картина. Тоже рад, что флаер к этому фильму появился у меня в коллекции. Добавлю свое издание. «Головоломка». Далее. Еще один фильм от Pixar. Это у нас «История игрушек». 4-я часть. С этой стороны так. А с другой стороны видим 2 кадра из фильма и описание картины. «История игрушек 4». Далее еще один фильм от Pixar, который называется «В поисках Дори». Продолжение «В поисках Немо». Видим такой кадр. Здесь реклама, описание и 3 кадра из картины. «В поисках Дори». Далее последний мультфильм от Disney в сегодняшнем видео. Это у нас «Ральф против интернета». На данную картину я даже в кино ходил, видел ее на большом экране. Видим здесь описание, кто в русском дубляже участвовал. И такой вот постер фильма. И далее переходим к фильмам анимационным других студий. Такая вот анимационная версия «Семейки Адамс» 2019 года. «Семейка Адамс». Далее анимационный фильм от DreamWorks «Как приручить дракона». Этот фильм у меня появился недавно в коллекции в формате 4К. Вот добавлю в то издание. «Как приручить дракона» от DreamWorks. Далее 2 лего мультфильма. Первый из них это Лего Бэтмен. Этот фильм от Warner Brothers и Лего мне понравился. Интересная интерпретация Бэтмена в мире Лего. И такой вот флаер теперь есть в то издание фильма, который у меня есть. Лего Бэтмен. А также из серии Лего фильмов фильм Лего Ниндзяго. Тоже такой вот флаер Лего Ниндзяго. Далее следующая картина. Это у нас фильм от студии Illumination под названием «Гринч». Анимационная интерпретация полнометражной этой истории. Видим кадры из картины.
Анимационный фильм студии Illumination «Гринч». Далее еще один фильм от Illumination. Третья часть их самой главной франшизы «Гадкий я 3». Здесь информации совсем немного. И такие вот кадры, такой вот постер у этого флайера. Далее следующий фильм анимационный. Это еще один анимационный фильм от DreamWorks. В то время, когда их прокатчиком был 20 век Fox. Видим такой вот флайер. Кунг-фу Панда 3. Третья часть. Последняя часть, выходившая с русским языком на носителях. Кунг-фу Панда 3. И такой вот флайер с большим количеством панд. Далее анимационный фильм от студии Blue Sky «Фердинанд». Про этого быка, которого так звали Фердинанд. И такой вот флайер. Еще один флайер от 20 века Fox. Таким вот кадром и описанием фильма. «Фердинанд» от Blue Sky. Далее еще один анимационный фильм от Illumination. Но этот флайер такой, что здесь только вот с одной стороны есть изображение, связанное с фильмом, а на другой стороне уже совсем другое. То есть связанное только с фильмом, такое вот маленькое изображение, а все остальное просто реклама. Вот анимационный фильм от студии Illumination «Тайная жизнь домашних животных 2». Наконец, последний флайер по анимационным мультфильмам. Это Angry Birds в кино, злые птички в кино, сердитые птички. Такая полнометражная анимационная интерпретация. И такой вот флайер. Фильм данный выпускала студия Sony. Angry Birds в кино. И еще один фильм, рассчитанный в первую очередь на семейную аудиторию, на детей. Это «Покемон. Детектив Пикачу». Здесь про покемонов. Про покемонов я еще с детства знал этих персонажей, про них. И вот есть у меня этот фильм в коллекции, и появился к нему флайер. «Покемон. Детектив Пикачу». Далее пойдут флайеры по 20 века Fox. Они небольшие по размеру. И начну их показывать. Первый из них это «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Хороший фильм. В коллекции, конечно, он у меня есть. Видим, есть актеров. Видим Фрэнсис Макдорманд, которая за этот фильм Оскар получила. Такой вот флайер. Далее, следующий фильм. Это четвертая часть франшизы. Фильм под названием «Хищник». Картина Шейна Блэка. И такой вот к ней флайер с кадром и описанием картины. Далее, следующий флайер. Это полнометражный фильм по известному сериалу «Секретные материалы. Хочу верить». Такой вот флайер к этой картине. Далее спортивное кино, в котором у нас снялись Террен Эджертон и Хью Джекман. Эдди Орел. Здесь про прыжки на лыжах с трамплина и Олимпиаду. Фильм «Эдди Орел». Далее. Обладатель Оскара за лучший фильм. Картина режиссера Гильермо Дель Торо «Форма воды». И такой вот флайер к данной картине. «Форма воды».
Далее, следующий, это комедийный боевик, типа Копы. Первая копа, левая копа, реальные проблемы. Таких вот два персонажа, которые здесь снялись. Два актера, типа Копы. Далее, уже не последний фильм, а предпоследний фильм Гора Вербински под названием «Лекарство от здоровья». Этот фильм у меня есть в коллекции, такой вот флаер к этой картине. «Лекарство от здоровья». Далее, следующая картина, в которой у нас снялись Оуэн Уилсон и Винс Вон. Это фильм «Кадры». Видим Google здесь, как они пытались устроиться. Такая вот картина. Оуэн Уилсон, Винс Вон в фильме «Кадры». Далее 3 флайера по одной франшизе, а именно «Испытание огнем». Точнее, не «Испытание огнем», а «Бегущий в лабиринте». Первая часть «Бегущего в лабиринте». Описание картины. Далее, следующая часть. Это «Бегущий в лабиринте. Испытание огнем». Такой вот. Тоже что третья часть. Да, это вторая часть. «Испытание огнем». Все правильно. Здесь, видимо, описание. Такой вот кадр. И, наконец, третья часть, которая называется «Лекарство от смерти». «Бегущий в лабиринте. Лекарство от смерти». И такой вот кадр и описание. Далее, следующий флаер. Это фильм про группу Queen. Фильм про Фредди Меркьюри, который называется «Богемская рапсодия». За эту роль актер Рами Малек получил Оскар. Такой вот кадр и длинное достаточно описание. Фильм «Богемская рапсодия». Далее, следующий фильм. Это картина, за которую Ди Каприо получил Оскар. Фильм «Выживший». Здесь у нас снялись Леонардо Ди Каприо, Том Харди. И такой вот кадр. Фильм, основанный на реальных событиях. И, наконец, последний флаер от 20 века Fox. Это у нас флаер к фильму «Планета обезьян. Война». Такой вот флаер. Такие вот флаеры от студии 20 век. Далее будут флаеры к фильмам других студий. И самое интересное из этих флаеров, и которые, наверное, не получится вложить в издание, и такой вот флаер к фильму «Пассажиры», в котором снялись Дженнифер Лоуренс и Крис Пратт. Они получится сложить, потому что здесь такая вот перфорация и выполнена в виде билета на этот самый корабль. Такой вот интересный флаер появился у меня в коллекции к фильму «Пассажиры». Далее, следующий фильм. Это картина «Need for Speed. Жажда скорости». Неплохой фильм, мне понравился. Есть, как и другие, у меня в коллекции. Далее, следующий фильм. Это картина с Крисом Хемсвордом, Киллианом Мерфи и Томом Холландом. Называется «В сердце моря». Это у нас здесь режиссером выступил Рон Ховард. Рассказывается про реальную историю, на которой был основан роман «Моби Дик». Картина «В сердце моря». Далее, следующий фильм. Это картина Демьена Шазеля, обладателя премии «Оскар». Фильм с Райаном Гослингом под названием «Человек на Луне».
Видим Райана Гослинга. И такой вот кадр, небольшое описание и информация о режиссерах и ролях актеров. «Человек на Луне». Далее еще один фильм про морскую стихию под названием «И грянул шторм». Здесь у нас снялись Крис Пайн, Кейси Аффлек, Бен Фостер и Эрик Бана. Следующая картина — это фильм Антуана Фукуа с Дензелом Вашингтоном, Крисом Праттом и Итаном Хоуком. Ремейк картины 1960 года, которая сама по себе является ремейком японского фильма. Такой вот интересный флаер. Здесь описание совсем крохотное и описано, кто именно состоит в этой семерке. Далее переходим к следующей картине. И это еще один горизонтальный флаер к фильму «Судья», в котором у нас снялись Роберт Дауни-младший и Роберт Дюваль, который умер. Такой вот кадр и описание картины. Далее следующий фильм. Это картина Адама Маккея, которая называется «Игра на понижение», в которой снялись известные актеры, а именно Кристиан Бейл, Стив Карелл, Райан Гослинг и Брэд Питт. Такой вот фаер к этой картине. Далее следующий фильм. Это фильм, в котором также снялись две известные актрисы. Это у нас Сирш Ронан и Марго Робби. А картина называется «Две королевы». Здесь про двух сестер идет история. И описание, в каких фильмах снялись эти актрисы с номинациями на Оскар. Картина «Две королевы» с Сирш Ронан и Марго Робби. Далее следующий фильм. Это фильм, основанный на реальных событиях. Картина называется «Эверест». Здесь большой актерский состав известных людей состоит. Видим надпись «Основанная на реальных событиях». И здесь информация об актерах и описание картины. Фильм «Эверест». Далее следующий фильм. Это продолжение известной картины из 90-х космического джема под названием «Космический джем. Новое поколение». Здесь такое вот описание. Видим кадры из картины. Космический джем. Новое поколение. Далее следующая картина — это опять комедия, которая называется «Здравствуй, папа, Новый год». Здесь у нас снялись Марк Уолберг и Уилл Фаррелл. Такой вот кадр и информация о фильме. Далее переходим к следующему фильму. Это у нас картина от режиссера Софии Копполы, которая называется «Роковое искушение», в которой у нас снялись Колин Фаррелл, Николь Кидман, Кирстен Данст и Эль Фаннинг. Такие вот два кадра и описание и роли другие актрис и актера из этой картины. «Роковое искушение». Далее следующий фильм. Это картина с Дуэйном Джонсоном под названием «Рэмпейдж». Такой вот флаер, не совсем четкий. Но вот, заметил, что у Warner Bros. Они такие почти всегда. Вот фильм Дуэйна Джонсона «Рэмпейдж». Далее еще один фильм про черных. Картина под названием «Плохие парни навсегда». Третья часть франшизы, в которой у нас в главной роли сыграли так же, как и в первых двух, Уилл Смит и Мартин Лоуренс. Такой вот флаер
Далее следующая картина и фильм с Вином Дизелем под названием «Три икса мировое господство». И третья часть этой франшизы. Этот фильм у меня есть в коллекции, поэтому взял к нему такой вот флаер. «Три икса мировое господство». Далее переходим к следующей картине. Картина эта называется «Крид. Наследие Рокки». Это у нас как бы передача эстафеты от Рокки к новому боксеру Криду. Это первая часть этого продолжения, потому что есть еще вторая и третья часть. Это вот Крид. Наследие Рокки. Здесь видим Майкл Би Джордан и Сильвестр Сталлоне. Далее следующая картина. Это комедия под названием «Секса не будет». Как родители мешают своим детям. И такое вот описание и кадр из картины. И какие здесь актеры участвуют. Фильм «Секса не будет». Далее еще одна комедия под названием «Ты водишь». Здесь у нас снялся Джереми Реннер, актер. Также здесь у нас снялся Эд Хелмс и другие такие менее известные актеры. Фильм «Ты водишь», основан на реальных событиях. Далее следующий фильм. Это картина под названием «Эван Всемогущий». Спин-офф фильма «Брюс Всемогущий». Здесь у нас в главной роли Стив Кэрролл. И также здесь у нас снялся, так же как и в первом фильме про Брюса Всемогущего, в роли Бога Морган Фриман. И такое вот описание здесь и кадры из картины. Эван Всемогущий. Далее еще один фильм. Это у нас картина с Томом Хэнксом под названием «Шпионский мост». Основан на реальных событиях. Фильм Стивена Спилберга. И есть у меня теперь в коллекции данный флаер к этому фильму с Томом Хэнксом. Далее еще одна комедия. Фильм называется «Новогодний корпоратив». Здесь у нас из известных актеров снялся Дженнифер Энистон и Джейсон Бейтман. Видим здесь у нас эту Дженнифер Энистон на кадре. Фильм «Новогодний корпоратив». Далее следующий фильм. И это картина режиссера Майкла Манна с Крисом Хемсвортом в главной роли. Фильм называется «Кибер». Такой вот флаер к этой картине. Небольшое описание, такой вот кадр. Фильм «Кибер» от режиссера Майкла Манна. Далее. Следующий флаер. Это флаер к такому вот ремейку известного фильма под названием «На гребне волны». Но это не оригинальный фильм, а его ремейк. Такой вот флаер. Фильм «На гребне волны». Далее следующая картина и фильм от Disney под названием «Земля будущего», где у нас в главной роли снялся Джордж Клуни. Фильм «Земля будущего» Джорджем Клуни. Далее. Следующее это у нас известная комедия от Бена Стиллера под названием «Солдаты неудачи». Здесь у нас снялись Бен Стиллер, Джек Блэк и Роберт Дауни-младший. Фильм «Солдаты неудачи». Далее, следующая картина. И это фильм
про Дракулу под названием «Дракула». Такой вот флаер. Данная картина у меня есть. В роли Дракулы здесь у нас снялся актер Люк Эванс. Фильм «Дракула». Далее, следующих два флаера будут не совсем флаерами, а это будут открытки к фильмам. Это у нас фильм Тима Бертона под названием «Большие глаза». Видим здесь один флаер открытка с Кристофом Вальцем, а другой с такой вот картиной. Здесь у нас помимо Кристофа Вальца также снимается актриса Эми Адамс. Открытки это потому, что с другой стороны здесь вот так вот большие глаза. Далее переходим к следующим картинам. И это будет трилогия «Судная ночь». Первая часть, первая «Судная ночь». Далее вторая часть, «Судная ночь 2». И, наконец, третья часть, «Судная ночь 3». Такая вот трилогия представлена у меня в коллекции с 3 флаерами к 3 фильмам. «Судная ночь», первая, вторая и третья части. Далее переходим к следующей картине. И это будет фильм М. Найта Шьямалана под названием «Сплит». В этом фильме у нас снялись Джеймс Макэвой. Хороший достаточно фильм, хороший триллер. И вот появился к этому триллеру флаер у меня в коллекции. Фильм М. Найта Шьямалана «Сплит». Далее фильм ужасов, известный по произведению Стивена Кинга под названием «Оно 2». Такой вот флаер. «Оно 2». К первому фильму пока нету флаера, а вот только ко второму теперь есть. Фильм по Стивену Кингу «Оно 2». Далее следующая картина. И это триллер-фильм ужасов от режиссера Александра Ажа под названием «Капкан». Здесь видим про такого вот крокодила, аллигатора. И такие вот 3 кадра из картины представлены здесь и описание фильма. Фильм «Капкан». Далее. Следующий фильм ужасов. Это картина «Счастливого дня смерти» от студии Blumhouse. Такой вот флаер. И здесь у нас описание и кадры из картины «Счастливого дня смерти». Далее еще один фильм ужасов, еще один триллер под названием «Прочь». Режиссер Джордан Пил. Данный фильм был удостоен Оскара за лучший оригинальный сценарий. Здесь описание и кадры из картины. Далее следующий фильм. Это ремейк картины 90-го года. Фильм называется этот ремейк «Коматозники». Здесь у нас снялись Эллен Пейдж, Диего Луна и Нина Добрев. И такая здесь у нас информация и кадры из картины. Далее следующий фильм. И это фильм с Блейк Лавли. Здесь она одна, большую часть фильма. Фильм под названием «Отмель». И здесь видим информация. Здесь у нас не просто кадр, а также информация по мерам безопасности при встрече с акулой. Такой вот интересный флаер получается. Фильм под названием «Отмель». Далее следующая картина. И такой вот фильм, в котором у нас снялся Джек Блэк.
Фильм называется «Тайна дома с часами». Такая вот картина. Следующий флаер — это фильм Рона Ховарда с Томом Хэнксом. Фильм под названием «Инферно». Третья часть после «Кода да Винчи» и «Ангелов и демонов». Такой вот флаер. Еще один флаер с актером Томом Хэнксом в сегодняшнем видео. Далее продолжаем. И следующая картина — это у нас супергеройский фильм про такого персонажа, как Венома, которого сыграл здесь Эдди Брокко, Том Харди. Такой вот здесь арт и описание картины. Фильм супергеройский под названием «Веном». Далее следующая картина. И это фильм еще один супергеройский под названием «Отряд самоубийц» от студии DC. Точнее, от студии Warner Brothers, комикс DC. Фильм «Отряд самоубийц» с таким вот артом. И далее пойдут фильмы от небольших студий. И первый из этих будет картина такая вот Стивена Содерберга, режиссера «Друзей Оушена», под названием «Удача Логана». Здесь у нас снялись Ченнинг Татум, Дэниел Крейг, Адам Драйвер. И такой вот интересный дизайн сзади в виде 100-долларовой купюры. Фильм Стивена Содерберга «Удача Логана». Далее продолжаем. И следующая картина — это «Иллюзия обмана 2». И такой вот вариант этого флаера с персонажем Дэниелом Атласом, которого сыграл Джесси Айзенберг. Здесь видим такой арт и описание картины. Фильм «Иллюзия обмана 2». Далее, следующий фильм — это комедия криминальная, в которой у нас снялись Зак Галифианакис, Оуэн Уилсон, Кристен Уиг, Кейт Маккинон, Лесли Джонс и Джейсон Судейкис. Таких вот несколько кадров из картины и описание фильма. Фильм «Зачинщики». Далее, следующий фильм. И это картина Тома Тыквера с Томом Хэнксом в главной роли. Еще один флаер с Томом Хэнксом. Фильм называется «Голограмма для короля». Совсем недавно я его смотрел. Неплохой фильм. Мне понравился фильм «Голограмма для короля». Далее идем. Следующая картина — это фильм от режиссера «Железного человека 3» Шейна Блэка. Фильм называется «Славные парни». Картина с Расселом Кроу и Райаном Гослингом. «Славные парни». Такая неплохая криминальная комедия. Фильм неплохой. Картина «Славные парни». Далее, следующая картина. И это фильм под названием «Мотылек». Еще одна экранизация этой истории. Другая экранизация выходила в 70-х годах. И здесь на главных ролях снялись Чарли Ханом и Рами Малик. Такой вот флаер. И здесь видим два таких арта и описание. И какие здесь у нас актеры участвуют в этом фильме. Фильм «Мотылек». Далее следующая картина. И это будет испанское кино. Фильм называется «Невидимый гость». Видим рейтинг 8,1 на IMDb. В главной роли Марио Касас. И с другой стороны у нас такое вот горизонтальное изображение с описанием фильма и кто снялся в данной картине. Флаер к фильму «Невидимый гость». Далее следующая картина. И это фильм про известного персонажа комиксов под названием «Хеллбой». Такой ребут.
То есть это не фильмы Гильермо Дель Торо, а фильм от режиссера Нила Маршалла, где у нас в роли Хеллбоя снялся актер Дэвид Харбор. Также у нас снялась Мила Йовович. Картина под названием «Хеллбой». Далее, следующий фильм. И это фильм с актером Вигго Мортенсеном. Картина называется «Капитан Фантастик», где он выступил в роли отца семейства большого. И здесь видим информация о картине и кадры из фильма. Фильм «Капитан Фантастик». Далее, следующая картина, и это вестерн под названием «Все мы...» То есть фильм называется «Недруги». Здесь такой слоган фильма «Все мы недруги». Здесь у нас есть в главных ролях Кристиан Бейл и Розамунд Пайк. Здесь такая вот информация о картине и кадры из фильма. Далее, следующая картина, и это фильм Джима Джармуша под названием «Паттерсон», где Адам Драйвер играет водителя в городе Паттерсон. Здесь видим описание, отзывы и кадры из картины. Фильм «Паттерсон». Далее, следующая картина, и это фильм, основанный на реальных событиях. Фильм называется «Затерянный город Z». Здесь у нас снялись Чарли Ханнем, Роберт Паттинсон и Сиенна Миллер. Видим кадры из картины, описание и те же самые три актера написаны. Фильм «Затерянный город Z». Далее, следующая картина. Фильм называется «Война против всех». Здесь у нас снялись в главных ролях Александр Скарсгард и Майкл Пенья. Такой вот флаер. От режиссера Голгоф и «Однажды в Ирландии». Данный фильм. Фильм «Война против всех». Далее, следующий флаер. Это фильм, в котором снялись Нуми Рапаз в роли семи сестер, а также здесь у нас снялись Уильям Дефо в роли отца этих семи сестер, и Глен Клоуз снялась. Фильм такой неплохой. Видим эту актрису Нуми Рапаз в 7 разных образах. Она здесь играла сразу 7 сестер. Фильм «Тайна семи сестер». Или у этого фильма есть другое название «Что случилось в понедельник». Так звали одну из сестер. Идем далее. И следующая картина — это фильм с Николасом Кейджем под названием «Опасный Бангкок». Такой вот боевик с Николасом Кейджем. Здесь, видимо, написано интересно, здесь 4 главных правила наемного убийцы. Такое вот описание. Такой вот флаер к фильму «Опасный Бангкок» с Николасом Кейджем. И, наконец, последний флаер, который хотел вам показать, это мистический триллер с петлей времени. Эта картина называется «Матрица времени». Так вот, флаер. Это фильм один из первых, который я так получилось, что приобрел на Blu-ray. И вот к этому фильму теперь есть такое вот дополнение в виде флаера. Фильм «Матрица времени». Такие вот флаеры появились в коллекции. То есть всего более чем к 200 фильмам теперь есть флаеры, чему я рад. А на этом данное видео все. Подписывайтесь, ставьте лайки и ждите следующих видео. А на этом все. Пока-пока.